Добрый день, уважаемые зрители, и добро пожаловать на канал Hobby Home Electronics. В сегодняшнем видео речь пойдет о светодиодном индикаторе уровня звука, построенном на основе интегральной микросхемы LM3915. Блок схемы LM3915 состоит из 10 компараторов, на инверсные входы которых через буферный операционный усилитель подается входной сигнал, а прямые входы подключены к отводам резистивного делителя напряжения. Выходы компараторов являются генераторами втекающего тока, что позволяет подключать светодиоды без ограничительных резисторов. Индикация может производиться или одним светодиодом режим точкой, или линейкой из светящихся светодиодов, высота которых пропорциональна уровню входного сигнала режим столбик. На вход микросхемы LM3915 входной сигнал будет поступать с микрофонного усилителя, собранного на малошумящем операционном усилителе NE5532. Схема содержит два каскада с регулируемым усилением. Усиление первого каскада плавно регулируется потенциометром в диапазоне от 1 до 10 раз. Усиление второго каскада можно ступенчато изменять с помощью перемычки. Если выводы перемычки не закорочены, усиление будет наибольшим, что определяется соотношением резисторов R8 и R5. Когда перемычка подключена к R6 или R7 параллельно с R8, усиление будет меньше. На сайте EasyEda из двух принципиальных схем была спроектирована одна общая схема и сконвертирована в двухстороннюю печатную плату. Для светодиодов была спроектирована отдельная принципиальная схема и печатная плата. На каждом уровне индикации расположены по два последовательно соединенных светодиода. В программе Compass 3D была создана модель в виде башни из одинаковых прямоугольных деталей. В качестве прямоугольных деталей будет использоваться органическое стекло толщиной 5 мм для улучшения светорассеивания светодиодных индикаторов. Приступим к установке радиодеталей на печатной плате управления. Далее переходим к монтажу печатной платы светодиодной линейки. С помощью пайки соединяем между собой печатную плату управления и печатную плату светодиодов. Пайка соединения делается как с наружной, так и с внутренней стороны. Далее приступим к сборке башни из прямоугольных деталей из органического прозрачного стекла. Для крепления и дополнительной жесткости прямоугольных деталей башни используются две шпильки М4. Для дистанции между деталями устанавливаются пластиковые втулки высотой 5 мм.
необходимую информацию для этого устройства вы найдете в описании под видео. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал Hobby Home Electronics. Делитесь с друзьями. Дальше будет еще больше интересных видео.